Приветствую вас, жители Земли! Сегодня я покажу вам игру в аниме-стиле и с коллекционным элементом. Плавали знаем, скажете вы, и будете правы, игра-то про рыбалку. Сначала нам предложат выбрать героя, девушку или парня 17 лет. Сюжет можно пропустить, так как тут он только для галочки. Но мне понравились персонажи и их характеры ярко выражены, так что можно и почитать. Русского языка в игре нет, к несчастью, потому что во время битвы с боссами выскакивают мини-игры в виде кнопки или катушки, при которых будут надписи, что не надо нажимать или надо нажимать, крутить против часовой стрелки или крутить вправо, или вообще не крутить катушку. Но на самом деле тут, конечно, еще на реакцию, так что даже знающий английский язык, человек не всегда сможет сообразить, что они там хотят. На случай, если вы пропустили сюжет, скажу вкратце. В королевстве есть традиция вступления в возраст, во время которого проводится испытание, и тот из участников, кто поймает и принесет ангельскую рыбу, получит звание наследника трона и займет его после ухода короля. После чего вас отправят в первую зону, лягушатник, где научат рыбачить. У вашего героя есть здоровье, а на рыбалке есть время. Здоровье и время постепенно истекают, но ловля рыбы восполняет здоровье, а мимо проплывающие часы добавляют 10 секунд времени. Помимо часов еще пузырьки с зельем плавают. Когда рыба трогает любое место, будь то леска или крючок, нам надо нажать на экран, и рыба будет у нас на крючке, после чего нужно будет закинуть ее в корабль, который во время рыбалки перемещается туда-сюда. Также есть ядовитые рыбы, рыба-робот, которая по истечении таймера кидается к вам и взрывается, и мусор. Мусор отбирает у вас здоровье, но за его поимку будут давать алмазы в достижениях, так что ловите ядовитых рыб и мусор, когда здоровье будет почти на нуле. Чуть позже на обычной рыбалке можно будет включить авторыбалку, которую при виде особо редкой рыбы можно отключить простым нажатием на экран. В каждой зоне есть босс. Как только вы поймаете его в первый раз, то сразу же откроется вся зона для обозрения, и появится возможность отдалять камеру. Это все нужно, чтобы когда будет происходить событие, ивент, мы могли бы отдалить камеру и сразу найти, где он происходит, и отправиться к нему. События обычно происходят на большее количество золота при рыбалке или на повышенный шанс появления редкой рыбы. Помимо босса можно рыбачить в любой точке зоны. Босс доступен для поимки 3 раза в день. Еще из основного экрана можно войти в режим авторыбалки, но она не бесконечная, хоть и дает определенное количество денег и рыбы. Рыбы бывают различные редкости. Если рыба выше нормальной редкости, то есть шанс, что она уронит кусочек сокровища. Раз уж я про это начала, давайте пройдемся по коллекционному элементу. По всей игре, то бишь. У нас есть герой. Ему можно повышать уровень, покупать ему прическу, одежду, лодку, удочки, крылья и наживку. Покупать надо все подряд, потому что эффект от каждого имеющегося в наличии предмета суммируется. Здесь, конечно же, проблема в том, что некоторые из предметов покупаются за алмазы, но их вполне можно добывать игровым способом, и за полчаса после начала игры я умудрилась набрать 1000 алмазов. Корабль. Корабль и лодка – вещи разные. На корабле вы путешествуете по зоне, а на лодке рыбачите. Тут все достаточно просто. Чем больше кораблей, тем быстрее передвигаетесь по зоне. Следующим идет меню элементалей. На низких уровнях просто бесполезные твари, но сначала у вас появится милый дракончик. Во время рыбалки нажмите его иконку, и он даст вам золото или может сделать случайный предмет. Сокровища, про которые я уже упомянула мельком. Как только соберете достаточное количество кусочков, тогда и сможете соединить их в целое сокровище, что даст плюс к параметрам героя. Аквариум. Туда идет вся рыба. Поймав определенное количество рыбы, штук 10 вроде, вы можете получить первый уровень этой рыбы в аквариуме и запустить ее в него. И далее, чем больше этой рыбы вы поймаете, тем выше уровень будет у рыбы. Также с уровнем повышается и количество монет в час, которые эта рыба делает. Это ваш пассивный источник золота в этой игре. Далее у нас идут медали, первую из которых получаете сразу, а вторую вам вручат, когда поймаете босса из 3-й зоны. Медали тоже добавляют к характеристикам героя. Мировой босс. Доступ к нему откроется после прохождения 5-й зоны, а до нее пилить и пилить. Ой, ловить и ловить. Но скорее всего, как обычно всем игровым миром, надо нанести ему как можно больше урона и получить причитающуюся награду. Самым последним идет королевство. Это меню замка, где можно делать 2 вещи. Украшать зону вокруг, каждое украшение добавляет к характеристикам, и повышать уровень замка, что открывает доступ к новым украшательствам замка, а значит к повышению характеристик. Но сначала рекомендую все же на героя золото потратить. Про магазин говорить особо нечего. Это обычный гача-магазин, разве что там сундуки бесплатные дают. Что же в итоге? Анимешная гача-РПГ-рыбалка, где надо гриндить злато и алмазы как полоумный, может понравиться тем, кому импонируют все эти 4 пункта. И если бы у меня уже не было Fishing Break, я бы, может, и подсела.